Добрый день, друзья! Мы с вами по-прежнему на Эпицентре в Москве. И у нас есть замечательная возможность поговорить с Вилатом. Вилат, привет, как дела твои? Да, отлично, дела. Работа кипит, турнир Вы- идет. Выглядишь значительно свежее, чем вчера вечером. Я вчера вечером был очень уставший. Забегался за день, скажем так. Тут сегодня, скажем так, день короткий пока, только вторая игра идет, так что пока еще свеженький, вечером буду такой же. Много интервью уже успел дать? Да нет, не особо, у меня просто нету времени, да, постоянно на сцене, постоянно нужно смотреть игры, интервьюшки самому брать предматчевые, да, так что буквально вчера меня сюда вырвали, я с несколькими компаниями пообщался, да и все. Окей. Перейдем к нашим замечательным вопросам. И вопрос первый очень такой мучает многих наших зрителей. Турнир называется Эпицентр. Почему в центре сцены Рошан? Ну, потому что в эпицентре доты всегда самый веселый на любой, игре почему-то возле Рошана происходит. Рошана стояние, файты и так далее. Вчерашний пример третьей карты Ньюби против Альянс тому доказание, что все решилось, в принципе, в третьей карте в драке на Рошане. Поэтому что является эпицентром игры? Ну, наверное, все-таки Рошпит, поэтому было решено Рошана вылепить, да и, скажем, Рошан получился отличненький. Есть инфа, что в конце игрового дня завтрашнего вылезет Сент Кинг, все-таки в зал ультанет, и весь Крокус рассыпется, и после чего будет презентация Warcraft. Это все будет так или по-другому? Не, презентация Warcraft будет с утра в 11:30, а в конце, да, влетит Сент Кинг и будет просто фильм Warcraft. Шучу. Я не знаю, честно, я был на прогонах старта эфира, я знаю, что будет нереальное шоу после финала, но какое именно я не видел, поэтому даже сказать не могу. Окей. Недавно у нас, относительно недавно был патч, да, добавилось много новых предметов. Всех очень интересует, что же написано в книжке Tom of Knowledge, которая дает экспу. Ну, я не знаю, мы когда-то в эфире с Витей Гатхантом обсуждали, мы решили, что это тупо букварь. Потому что, обычно Tom of Knowledge покупается для того, чтобы грейдануть быстрый шестой с пятого, да, то есть прям основы, чтобы познать, чтобы хотя бы хоть что-то выучить, Ultimate. Прям для самых маленьких, для самых пятилетних. Букварик, и ты 6 лет, тебе идешь в школу. Так что это букварь, азбука, называйте как хотите. Отлично. Хорошо, скажи, пожалуйста, какую бы хотел себе обилку героя из Доты, чтобы обузить в реальной жизни? Я уже пару раз отвечал на этот вопрос, хочу телепорт Фуриона. Блин, мне просто так надоедает летать вот это по миру, это так меня бесит, а вот так, и ты в Сиэтле, и ты в Шанхае. Ты не единственный, Бульба абсолютно идентичный ответ дал. Ну, правильно думает молодой человек. Окей, что важнее в реальной жизни, XPM или GPM? Конечно, XPM. То есть GPM это штука такая, GPM ты можешь зарабатывать много, но тебе может достаться от кого-то что-то, например, алхимик тебе что-то подогнал в жизни, да, тоже такое бывает. Тебе кто-то что-то подогнал, но ты же от этого-то опытнее не станешь, и как ты будешь использовать свой ультимейт, скажем так, если ты 5-й левел, а тебе алхимик подогнал Аганим? Да никак, вот так же и в реальной жизни. Если тебе привалила куча бабла, но ты неопытный, ты не понимаешь, как ими распоряжаться, ничего с этого не получится. Поэтому опыт и еще раз опыт. Ну а как же хола-хола, get the dollar? Хола-хола, get the dollar, это, конечно, весело, но только если у тебя очень много опыта. А вот тогда, да, тогда ты знаешь, как правильно потратить свои деньги и не покупаешь на антимагах башеры. Хорошо, и последний вопрос. Если бы предложили двойную или тройную зарплату в Лигу Легенд, ушел бы? Я абсолютно открыт, то есть ко всему киберспорту. У меня, понятное дело, что все вот этих в эфире шуточки про Лигу Легенд, это, конечно, шуточки. Я смотрю ЛЦС, мне очень нравится, как ребята Предрассудков нет? Не, я обожаю смотреть ЛЦС, потому что мне нравится, как ребята делают продакшн. Это реально очень круто. Я просто тащусь от продакшена. Я большинство видов спорта смотрю ради продакшена. И Riot молодцы, и вот я бы с радостью. Я когда-то даже комментировал. То есть у меня предрассудков нет, мне все игры нравятся, мне киберспорт в целом нравится. И Лига Легенд, Heroes of the Storm, абсолютно никаких претензий, никаких проблем с этими играми у меня нет. Вилат максимально открыт для любого сотрудничества. Да, абсолютно. Ну, разве что тамадой на свадьбу не пойду, а так... А это, мне кажется, самое частое предложение в последнее время почему-то. Да, меня приглашают на выпускные, на свадьбы. Причем хорошие очень деньги дают, реально такие. Когда за выпускной предложили прям такие деньги, что я там на интернешнл столько не зарабатываю. Я говорю, ребят, я как-то сорян, значит, я не поэтому, так что... Спасибо тебе большое, Вилат, было приятно пообщаться и хорошего нам всем и тебе в частности продолжения турнира. Спасибо. Спасибо. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и ждать новых видео. Всем пока.